Будва – такая разная, знаменитая средиземноморской архитектурой старого города с его колоритными узкими улочками и кафешками, шумными, переполненными пляжами и ночной жизнью. Сегодня мы проведем здесь целый день, покажем вам набережную, пляжи, старый город и крепость. И вот вам центральные пляжи Будвы. Как вам? Наш лонжерон одесский отдыхает. Детская площадка. У меня все. Вот здесь единственное место, где более-менее позади меня свободно. Можно поставить зонтик и подстилку. Но мы решили пройти дальше еще по набережной. Посмотрим, как там, и, может быть, вернемся на этот пляж. Толпу не люблю. Последний раз мы были здесь 8 лет назад, и очень многое изменилось. Новостроев настроили, новые отели, гостиницы, пляжи расширили, и людей стало значительно больше, чем раньше. Раньше, конечно, такого не было на пляже. Кафе и ресторанов очень много, просто огромное количество. Они тянутся чередой вдоль набережной до самого конца. Голодными точно не останетесь. Здесь есть теневые зоны, но их достаточно немного, разве что на территории кафе. Мы нашли маленький кусочек свободного пространства на пляжах Будвы, на центральном славянском пляже. Там я вам показывала, просто невозможно лечь. Ближе к крепости все заставлено яхтами, там порт. После обеда мы пойдем на песчаный пляж, он называется Могрен, я вам его покажу. Но я думаю, что там тоже количество людей будет не меньше, чем здесь. Ты стоишь тут? Обалдеть, я думала, здесь глубина огромная. С понтона, я думала, здесь прыгают. Вот тот остров позади меня, там и раньше ничего не было, а сейчас сделали пляж, и туда перевозят туристов на целый день, и они там отдыхают. Обучение, сейчас поплывут. Старый город видно отсюда. Конечно, я вот прям в душе радуюсь, что не забронировала жилье в Будве. Такие пляжи для меня просто не отдых. Цены на шезлонги на таких пляжах платных, в принципе, примерно везде одинаковые по всей Будве. Здесь, чуть выше над набережной, есть вот такая вот тенистая аллея с соснами, много очень сувенирных магазинчиков, и мы потихонечку, пока Алису укладываем, идем к крепости в сторону старого города. Я себе, как всегда, купила тарелочку на кухню, на стену. А я ничего не купил. Не надо. Будучи основанной 2500 лет назад, Будва является одним из самых древних поселений на берегах Адриатического моря и Балканском полуострове. Город и его окрестности образуют Будванскую ривьеру. Большинство отдыхающих едут именно сюда. Мы зашли в кафешку перекусить, она прямо возле старой крепости. Заказали капучино и 2 пиццы, сейчас нам принесут, пообедаем. Алиса как раз проснется и пойдем гулять по старому городу. В меню здесь вся пицца идет вегетарианская или с сыром, 4 сыра с оливками, но нигде не написано, что в пицце есть мясо. Мы уже были согласны на все, но смотрю, вот здесь бекон, и здесь тоже виден кусочек бекона. Значит, он все-таки есть, но просто об этом не пишется. И это не только здесь, а мы заходили еще в пару заведений, и там тоже везде пицца, только, короче, без мяса. Объедаетесь, да? Да. Пока Алиса Геннадьевна спит. На пиццу не любит, я ей печеньку оставлю. Проснулся маленький человечек.
и устроил тут скандал. Тая, вытрись, грязная. За этой крепостью есть кафе, ресторан и тут проход. Мы сейчас туда пойдем на единственный пляж в Будве с песком. И пляж называется Могрен. С этой стороны очень красивая локация, открывается замечательный вид на старый город и на крепость. Вот здесь справа от крепости есть вот такой проход. Сейчас я вам покажу классное место. Эта балерина считается символом. Вот таким узким проходом под скалой мы идем на пляж Могрен. Ку-ку. Смотрите, какой кошмар из зонтиков. Просто какой-то ужас ужасный. Будва уже не та. Такое ощущение, что вся Европа сегодня здесь. По количеству народу. Не можем заманить младшего ребенка в воду, она отказывается. Вода прохладная сегодня. Алис, Алис, зайди ко мне. А я тебе камушки найду красивые. Смотри. А ну-ка выбирай, какой тебе нравится. Идем. Назвать это место отдыхом, ну такое сомнительное. Это единственный пляж с песком в Будве, и поэтому все сюда просто прут в разгар сезона. Но я не знаю, подстилка к подстилке, лечь негде, пройти невозможно. Мы пытаемся пройти в самый конец пляжа в надежде, что там будет не так много народу. Но это, наверное, ошибка. И вот мы перешли за следующую скалу на соседний пляж. Но здесь ничего нового, точно такая же толпа людей. Я думаю, посмотрев это мое видео, вы поняли, почему я не сняла жилье в Будве. Без слов. Алиса делает дельфинчика. Алиса уже купается? Мы зашли в старый город после пляжа. Я люблю здесь гулять. Старая Будва расположена на заметно выступающем в море полуострове и окружена крепостными стенами, воздвигнутыми в 15 веке еще до турецкого вторжения. В 1979 году город был сильно разрушен землетрясением, но к 1987 году его почти полностью восстановили.
Туда идем? Старый город в Будве – это единственное классное такое место, которое здесь есть. Больше мне здесь уже в этом году ничего не нравится. А здесь действительно красиво. Идем, давай руку. У нас тут проблема. Забрала у собаки мячик, собака пошла на второй этаж, а она говорит, что мячик мой и не отдает. Доца, нужно собачке Бруно отдать мячик. Иди бросай ему. А Бруно живет вот здесь. Алиса сейчас ему вернет мячик. Мы идем гуляем, Алиса с магазина этого коня или осла взяла и утащила, идет с ним по улице, я не вижу. Она его несет. Скажи пока-пока, помоги. Вернула тете, да? Вернула, молодец, молодец. Такой узенький переулочек. В старом городе по-прежнему живут люди. На узких улочках работают магазины и рестораны, в отелях отдыхают гости. Тут, как и много веков назад, течет привычная городская жизнь. Кафешки и сувенирные лавки расположены на первых этажах, а выше горожане сдают апартаменты для туристов. Что там, Кися была? Кися спит. Когда старшая сестра отказывается нести зонт. Алиса помощник. Вот кому нравится это занятие. Солнце уже село, жара эта страшная спала, сейчас уже самое время гулять, хорошо. Теперь Лиса взялась за другую часть. Вот в этом месте сидит женщина за столиком, и заплатив ей 2 евро, можно пройти дальше по крепостной стене. Но я была там раньше много раз, и поэтому мы этого делать не стали. И тогда вход был бесплатным туда еще. Не видит тебя, да? Он вернулся. Вот сейчас мы проходим после крепости через порт Будвы. Сейчас уже 7 вечера, а людей не меньше тут. Мы за эти несколько дней посетили уже 2 старинных города. В Будве и в Коттере. Мне больше всего понравилось в Коттере. Там он, во-первых, больше, ну и интересней. Мне, если честно, больше чуть-чуть, конечно, понравилось по австрийской дороге подниматься.
Кто еще не смотрел наш предыдущий выпуск из Черногории, обязательно посмотрите. И в продолжение темы, что на этот остров с аббатством никого не высаживают. Видите, там народ ходит. Все они добрались туда сами, на саббордах из пероста переплыли и лазят. Мы вернулись с Переста на наш пляж и сейчас покажем вам, как он выглядит с высоты. А сейчас мы возвращаемся из Будвы в нашу Доброту, будем отдыхать, а завтра я покажу вам самый красивый пляж Черногории. Удивительное место, спрятанное от глаз туристов.